Вы знаете, в нашем мире осталось немного тайн, и те, которые стоит разгадать, встречаются все реже. Но в Древнем Египте покоится неразгаданная загадка, которая, возможно, является величайшей тайной мира. I don't know. Cancellation. Но это ужасно. Welcome. Oi. Filmeders. Итак, ребят, в сегодняшнем выпуске мы увидим обратную сторону нетуристического Египта, узнаем, как местные убивают свою же экономику. Мы побываем с вами в столице, пригородах Каира, Александрии, Гизе, пообщаемся с местными, побываем в Египте в период Рамадана, отведаем национальную кухню, познакомимся с удивительными людьми, постараемся разгадать главную загадку человечества, узнаем многие нюансы и лайфхаки и многое другое. Поэтому приготовьтесь, будет просто крышесносно. Что ж, по традиции начинаем наш выпуск со знакомства со столицей. Каир – это сумасшедший город. Толпы людей спешат по его древним улицам в любое время суток, толкаются автомобили и мотоциклы, перекликивают друг друга уличные торговцы. Каир является крупнейшим из ближневосточных городов с населением более 10 миллионов человек, и в пригородах еще столько же. И что сразу бросается в глаза в Каире – это хаос, который царит на автодорогах. У них нет ни дорожных знаков, ни разметки, ни правил, светофоров тут на весь город штук 20, которые все равно игнорируют. Главная деталь для местных водителей – это клаксон. Здесь не принято пользоваться поворотниками или аварийкой. Чтобы тебя заметили, просто сигналь. По ощущениям, тут достаточно просто уметь заводить двигатель, чтобы получить права. В Каире есть трамваи, автобусы и 3 линии метро, но они всегда переполнены и имеют весьма непрезентабельный вид. Поэтому все, кому позволяют средства, передвигаются по столице на такси. Правда, и поездки на такси потребуют от пассажиров крепких нервов, так как таксисты не соблюдают правила в той же мере, что и другие водители. Метро в Каире – это первая в Африке и на Ближнем Востоке система метрополитена, которая состоит из 3 линий и 74 станций. Принцип разделения вагонов здесь такой же, как и в дубайском метро, про которое я рассказывал в выпуске про Дубай. Здесь есть отдельные вагоны для женщин, однако они могут свободно пользоваться и всеми другими вагонами. Помимо первого в Африке метрополитена, в Каире находятся мечети, цитадели, Каирская башня. Через столицу Египта протекает вторая самая длинная река на планете после Амазонки – река Нил. Но настоящий Египет находится за пределами его столицы, поэтому мы с вами отправимся в город мертвых. Ну что, мы с вами оказываемся сейчас в городе мертвых. В 40 минутах езды от центра Каира находится действующий крупный некрополь Эль-Карафа, поделенный на условные зоны северного и южного кладбища. Некрополь появился в 7 веке нашей эры, разрастаясь со временем. Сейчас его площадь занимает 6,5 квадратных километров, но главная особенность его в том, что уже несколько десятилетий Эль-Карафу населяют живые люди, и их покой часто нарушают чьи-то похороны. В народе это место называют городом мертвых. Но как все это произошло? После египетского кризиса начала 2010-х и длительной политической нестабильности количество жителей Эль-Карафа увеличилось. Рост уровня безработицы и бедности побудил каирцев искать
искать варианты с нулевой арендной платой. Идеальным вариантом оказалось кладбище. Склепы и мавзолеи, которые бесплатно обеспечивали нуждающимся крышу над головой. По сей день люди живут буквально в 10 метрах от этих кладбищ, склепов и мавзолеев. В основном это простые фермеры, с одним из которых мне удалось познакомиться и даже попасть к нему в гости. Like, I don't know if it's polite or not, so if not, then it's totally okay. I'm just curious if you could show me how you live. So if not, then it's also good, no problem. عيشة بسيطة جدا، مفيش أي مشكلة. لا مشكلة. احنا في رمضان نعم، بس هذه واجب ضيافة. لا مشكلة، مفيش أي مشكلة. واجب الضيافة. ممكن. Oh, thank you. Yeah, I just want to ask you, like you said, you had a family, right? That's like children and also a wife. How many of you live here? في أطفال، فيه نايم وفيه في المدارس. How many children do you have? الموجود حاليا في البيت 3. Well, that's lovely. Yeah, that's pretty good. So, and you said that right now is Ramadan, right? So, in accordance with Ramadan, you are not allowed to eat until what time? Until 5 p.m., if I'm not mistaken, right? لا يسمح بالأكل حتى أذان المغرب في الساعة 6 مساء من الفجر لحد المغرب. هذه عادات وسنة ودين المسلمين. Yeah, got it. And how long does Ramadan last? شهر. رمضان مدته شهر 30 يوم حسب الرؤية الشرعية في الدين الإسلامي. That's cool. Thank you so much. So, could you also tell me what kind of food is that? Like this one? نعم، ده طعام اسمه رقاق بيعملوه الفلاحين. Can I just buy some of them? And how much is it? I just want to try this. I'm really curious. هو سعره 50 جنيه للكيلو، ولكن انت هتاخده بدون فلوس. ده واجبك. Он мне как подарок хочет дать. Well, thank you so much. Thank you. شكرا. Hello. Привет. جبن بدون ملح، وده جبن مخزون قديم ممتاز. 2. وده اسمه جرجير، خضار مصري، ده بيساعد في المعدة. تمام؟ وده خبز. Понял. Сейчас попробую. Спасибо. Like. Thank you. Done. كله. Like this. Or... I got it. Thank you. Sorry. Wow. Обалдеть, как вкусно. Very good. It's super good. Это именно вау. Еще лепешка такая горячая. Очень вкусно. Ну, обалдеть. На самом деле, такой прием пищи очень много стоит. Wow, that's amazing. That's like, wow. Настолько натурально классный сыр. Ну, вау. Hello. Oh,
I'm sorry, just لا 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 لا. hello. وعشان اللي بنفرح لك مش عايز يسأل. На самом деле, вы очень богаты, у вас невероятно классная семья, очень рад за вас. Однажды я тоже хочу такую любящую семью. أنت ما عندكش عائلة؟ У меня есть отец, но именно жены пока нет. ليه تضيع الوقت ده كله؟ لابد إن يكون عندك عائلة. Согласен, с каждым днем понимаешь, насколько ценный каждый наш день и насколько ценная в целом жизнь, и столько всего может произойти, поэтому полностью согласен. فكر فيها وانشأ عائلة من دلوقتي. العمر بيجري عشان العمر ما يسبقكش. Жизнь должна идти так, чтобы она тебя не обогнала. Мне, на самом деле, уже потихонечку пора идти. Вот. Безумно благодарен вам за гостеприимство. Спасибо большое. Thank you. ده واجبك عندنا وأتمنى إنك أنت تزورنا تاني. أنت عرفت المكان وتيجي في أي وقت مرة. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you. Решил на камеру я не показывать, что даю деньги, как будто бы это немного лишнее. Вот. Честно, человек очень обрадовался, и можете говорить все, что угодно, что я это говорю специально. Я искренне дал человеку хорошую сумму денег. Он очень сильно удивился, но, правда, такие искренние, добрые люди, они заслуживают намного большего. И невероятно богатый человек. У него великолепная семья. И, честно, я очень рад, что он счастлив, и что вся их семья счастлива. Невероятно, ребят, просто цените каждый момент. Жизнь, она настолько скоротечна, настолько быстро проходит, что просто цените каждый момент, цените своих родных и близких. И да, это travel, да, это путешествие, но в любом случае прямо сейчас позвоните своим родным и близким. Просто скажите им, что вы их любите. Казалось бы, ничего сложного, но порой из таких мелочей все и складывается. Просто вау. Я поражен, впечатлен, и спасибо Мустафе и его дому. Как Мустафа Ибрагим уже сказал, Рамадан — это месяц лунного мусульманского календаря. В месяц Рамадан людям был ниспослан Коран, так что для мусульман это особое время. Но я бы хотел сделать акцент на последних 10 днях поста для мусульман. По мнению исламских ученых, на один из последних 10 дней попадает самая ценная ночь в году — ночь могущества и предопределения — Лайлат-уль-Кадр. В Коране отмечается, что эта ночь лучше и ценнее 1000 месяцев, но она скрыта, и никто точно не знает, когда она наступит. Это шанс для мусульман достичь милосердия Всевышнего и прощения прошлых и настоящих грехов. Помимо этого, в ночь предопределения Всевышний принимает мольбы людские. Это уникальная возможность для мусульман исполнить свою мечту и достичь желаемой цели. Также интересно, что во время Рамадана люди начинают собираться на улицах после 6 вечера, чтобы приступить к совместной трапезе. До этого времени улицы практически пустые, поскольку порой у людей попросту нет сил выходить в такую жару. Ну а мы двигаемся с вами дальше, в Гизу, к величественным и загадочным пирамидам. Но прежде чем мы погрузимся в атмосферу таинственности и загадочности,
я бы хотел вам кое о чем рассказать. Один из столпов экономики Египта – это туристический сектор. Согласно данным за 2024 год, туризм составляет солидные 12,5% от ВВП страны, а это, между прочим, 15 миллиардов долларов. И хоть цифры растут из года в год, но желание возвращаться в туристические места после их посещения отпадает напрочь. А происходит это из-за местных попрошаек, и бездомных, и большого скопления мусора на улицах и в переулках. Гиза – одно из таких мест, где вы просто устанете отбиваться от попрошаек, которые будут плестись за вами часами, и они на каждом углу, буквально на каждом. Если вы выглядите как иностранец, ну, как бы, будьте уверены, что 100% к вам кто-нибудь да подлетит. Hello. Yo. No, don't have money, guys. Они пытаются завязать с вами обычный разговор, якобы просто интересуюсь, как вас зовут или откуда вы. Но единственная цель — это выманить у вас деньги или что-то вам продать. You don't know me, I want to know you. When you know what I am, so can address themselves. And when any friend come here, he come say hello for me. В туристических местах для местных вы мешок с деньгами. Все, иначе вас тут никто не воспринимает. К моему удивлению, даже полицейские меня просили дать им денег. Но главное правило – не давайте никому денег. Если вам сложно отказывать людям, и вы чувствуете себя некомфортно в таких ситуациях, то поход по всем туристическим местам точно не для вас. Но знаете, я могу сказать однозначно, что здесь безопасно. Несмотря на то, что много бездомных и попрошаек, кто-то от вас не отстает действительно часами, но никто никогда к вам даже не прикоснется. По крайней мере, говорю, исходя из своего опыта. Ну а если вам все это приносит дискомфорт, то лучший способ это просто игнорировать и не идти на контакт. Можете, например, идти в наушниках. Ну а теперь возвращаемся к пирамидам. Пирамида Хеопса – единственная из 7 чудес света, которая сохранилась на карте мира. Культовый архитектурный комплекс в Гизе, частью которого она является. Это символ Египта и одна из главных исторических ценностей древнего мира наряду с долиной царей. Здесь находятся 3 большие усыпальницы, в которых хоронили фараонов, и несколько сооружений, где покоятся члены их семей. Комплекс дополняет фигура сфинкса, древнего, мифического существа с телом льва и головой человека. Фараоны считали, что после смерти станут богами, поэтому строили себе огромные усыпальницы, чтобы поместить туда все необходимое для жизни в загробном мире. Что касается технологии их возведения, ученые предполагают, что огромные и тяжелые блоки вырубали из мягкого известняка, который добывался поблизости. Готовые элементы поднимали на высоту при помощи пандусов, а выровненные блоки соединяли между собой специальным раствором. Активно исследовать пирамиды Гизы начали лишь в 17 веке. В этот период появилось первое подробное описание внутренних коридоров пирамиды Хеопса, составленное английским математиком и астрономом Джоном Грифсом. До этого в усыпальнице в основном проникали арабы с целью их разграбления. Но соприкосновение с древней цивилизацией – это непередаваемое ощущение. И пирамида Хеопса – это самая популярная усыпальница комплекса, высотой почти 140 метров. Предположительно, она была возведена более 4600 лет назад по приказу фараона 4-й династии Хеопса. Эта пирамида отличается от остальных своими пропорциональными формами. Вход в нее расположен на высоте 15 метров от земли. Известно, что пирамида Хеопса долго оставалась высочайшим строением в мире, пока в Англии в XIV веке не появился Линкольнский собор. В настоящее время внутрь можно спуститься через проход, который прорубил халиф Абдуллах аль-Мамун в IX веке. Он хотел найти здесь ценные артефакты, но обнаружил лишь толстый слой пыли. Внутри усыпальницы обустроено 3 погребальных помещения, расположенные на разной высоте и соединенные между собой нисходящими и восходящими коридорами. Также ученые выяснили, что восточнее была заложена еще одна большая пирамида, но ее строительство не было завершено. Но самым ярким и загадочным объектом в Гизе считается статуя мифического существа с человеческой головой и телом льва, установленной лицом к Нилу. По некоторым данным, сфинкс имеет портретное сходство с фараоном Хефреном. Предназначение статуи сфинкса до сих пор неизвестно. По одной из версий он охраняет долину Гизы и покой погребенных в пирамидах фараонов. К сожалению, до наших дней Большой сфинкс не сохранился в первозданном виде. Навсегда утрачены нос и ритуальная оборотка статуи. Пирамида Гизы
один из немногих объектов, которые могут приоткрыть завесу тайн древнеегипетской цивилизации. Внутри сооружений вокруг них было найдено немало ценных артефактов, которые пополнили фонды Каирского национального и Большого египетского музея. К слову о Большом египетском музее. Это крупнейший археологический музей в Гизе, открытый в 2024 году, площадь которого составляет 500 тысяч квадратных метров. Что нас здесь интересует? Во-первых, это стоимость строительства проекта, которая достигла $1 миллиарда. Во-вторых, это экспонаты, которые уже частично представлены и будут привезены в будущем. Около 50 тысяч экспонатов займут до трети территории музея. Здесь соберут полную коллекцию древностей Тутанхамона из Каирского музея, где из-за недостатка места коллекция не представлена полностью. Также в 2018-м сюда завезли последнюю, 6-ю колесницу из ливанского кедра и кожи, которую обнаружили в 1922 году в гробнице Тутанхамона. Сюда завезли реконструированную солнечную ладью Хуфу. Также некоторые предметы прибудут из Люксора, Эльмини, Сахага, Бени Суэйфа, Асьюта, Фаюма, Александрии. А пока музей дооснащается, то я предлагаю отправиться прямиком в Александрию. اوكي كنسل الشغل شطبتي اصلي على الامه اشغلتي جيوب الجاري قمت انت انسان شبه ما بتجي وانت دبرك ومفيش حديدي. Александрия — это жемчужина Египта. Это то место, куда редко добираются туристы. Город, который имеет выход к Средиземному морю, а не к Красному, на которое все привыкли ехать в отеле All Inclusive. Здесь много своих особенностей и также знаковых мест. Например, я очень удивился местным такси, поскольку это российский автопром. Такси в Александрии имеет характерный вид. Это желто-черный цвет, и они повсюду. Но больше всего меня поразили цены на такси, ведь они невероятно низкие. Так, например, трехчасовая поездка, ребят, на такси из Каира в Александрию обошлась мне всего, угадайте во сколько? В 1500 рублей. Кстати, многие машины здесь ездят на газе, поскольку это просто дешевле. В Александрии есть великолепная, современная Александрийская библиотека, которая была построена в память о древнеегипетской Александрийской библиотеке. Кстати, вы знали, что Александрийская библиотека была одной из самых крупных в античном мире? По некоторым оценкам, количество содержавшихся в ней свитков доходило до 500 000. По свидетельству Галена, городские власти придумали специальный закон для ее пополнения. Все заходившие в борт корабли были обязаны сдать имевшиеся на борту книги. Работники библиотеки переписывали их и возвращали на корабли копии, а оригиналы оставляли себе. Также в Александрии я познакомился с классными ребятами, которые учатся в Александрийском университете, которые мне рассказали много интересных вещей про Египет и про местную культуру. So we were talking about dating here in Egypt is not like something very accepted among older people because of the culture tells us and the religion tells us. If I like her, okay, I want to approach her. I want to. So it's respected Yeah. in our religion, and especially that our religion focuses on a woman. People think that our religion is just against women, but no. So that's why that he does not have the permission to talk to me. Religious-wise, he does not have the permission to talk to me to anything unless he approached my father to take his blessings, right, and propose in Exactly. the right manner. Back in the day, they used to propose with gold, big amounts of gold. Camels. Oh, Yeah, lots of camels Yeah, money. as a gift. You know, a gift. Okay, I like your daughter. That's how much I think she's worth. You know, Yes, and they that's give how- like 3,000 camels. You know, which is like That's lots. older in the day, actually. Yeah, But right 3,000 now- camels is a lot. Yes, right now it doesn't work like how it goes in other countries. If he likes a girl and he wants to marry her, he needs to get her a ring and then get her an engagement. And after the engagement party and everything, You have to get lots of gold. yes, that's first of all. Second of all, he actually gifts her some money. In Egypt, we don't go by other countries' laws or like beliefs. Some Arab countries or Middle Eastern countries have bad economics, but they still go by the culture that says, okay, the man has to do everything. By the house, the clothes, the furniture. Everything. Even From what I know, it's like you can rent a place. go 50-50. We don't have that option. Like some people accept that option, but it's not that. To make it common. easier for the man, you know, okay, you like her, she likes you. Okay, we're gonna be making it easier for you to get married, you know. But mostly what they do is that no, you're gonna have to buy a place because to make sure that it's stable for her to live, because she's the Exactly. one living in the home. but the woman, that's her house. That's like That's her When- responsibility.
to keep it safe. And the culture, Like, actually, when yeah. a man and a woman who are married fight, the man goes out of the house, the woman doesn't. If we're not like, if we don't have kids, I can go back to my family's home. But if we have a kid, Oh, that's our 100% house, you know. Even I'm the one who bought it. It's in my name, but no, that's her house. If we have kids, who's gonna take care of the kids? Me. Who is actually more worthy of getting the house? Me. So I'm gonna take the house. No. kids kind of choose like who they want to stay with. They Actually, can. the Depends, father- yeah. Yeah. But mostly it's on the woman, because you know we understand that the kids can stay away from the mothers. Look, here in Egypt, we're not like I don't want to say the word, but I have to say it. The other Western countries that they are equal in everything. We don't think that they are on the same level. The woman But is we good think in that some the- stuff, yeah, and exactly. the man is good in some stuff. We understand that the man has to do to deal with the outer world, you know, deal with financials, deal with the responsibilities, deal with, like, if his woman has some kind of troubles, he has to deal with it. You know, it's an obligation. But for the woman, she has to deal with the more emotional stuff. We believe that a man gets ingredients to the house, a woman makes food. A man buys a house, a woman makes it a home. You get what I mean? That's what we believe in. We complete each other. Like, a woman is good in some stuff, the man is good in some stuff, so we complete each other. We're not the same. Exactly. You got me? Yes. В Египте и в частности в Александрии также есть своя национальная еда, но я бы хотел остановиться всего лишь на одном блюде. Ну что, ребят, тот самый долгожданный фирменный египетский десерт. Выглядит просто великолепно. То есть, если на него посмотреть, просто вау. Как он пахнет, слоеное тесто, божественно. С горячим молоком. Ой, еще такая консистенция. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Вау. Если бы это еще не было так горячо. Если вы это не попробуете, ребят, я не знаю. Я просто не знаю. Это просто обязан попробовать каждый. На правильном питании вы, не на правильном вы питании, следите вы. Это все не важно. Здесь это не важно. Попробовав этот десерт, вы поймете, что в жизни вообще больше ничего не важно, кроме этого десерта. Вау, как он пахнет. Просто великолепие. Как теперь вообще жить с мыслью о том, что где-то в мире есть настолько великолепный десерт, и ты не можешь его больше попробовать? Ну, в плане можешь, наверное, где-то, когда-то, но жить от него так далеко, это незаконно. Но с другой стороны, если бы я жил здесь, я бы его ел просто каждый день. Каждый божий день я бы ел этот десерт, и я бы очень сильно растолстел. Поэтому отчасти даже хорошо, что мы с ним будем находиться так далеко друг от друга скоро. Ради этого стоит приехать в Египет. Как минимум ради этого. Вы знаете, ребят, порой мир будет вам говорить, кто вы. Он будет давать вам карты, ожидания, правила, и будет казаться, что жизнь — это уже пройденный путь. Но никто не совершит это путешествие за вас. Египет меня этому научил. Он меня научил тому, что все истории, которые мы слышим, это всего лишь фрагменты. Что действительно имеет значение, это те шаги, которые мы с вами предпринимаем, те риски, на которые мы с вами решаемся, моменты, которые мы с вами искренне проживаем. Поэтому решитесь на этот шаг. Не потому, что это легко или сложно, а потому, что это ваше, потому что не может быть по-другому. Мир огромный, и он ждет, пока вы займете в нем свое место. В любом случае, разберемся. Watch me